После прохождения Готики ремейк у многих игроков возник один и тот же вопрос. Нет, не о том, когда выйдет ремейк второй части. Вопрос оказался куда интереснее. А не складывается ли у вас ощущение, что первая игра заканчивается слишком резко? Причем речь сейчас не о финале. Со спящим все понятно, данная история завершена. Но если посмотреть немного глубже, становится заметно, что ближе к концу игры количество контента начинает стремительно сокращаться. Некоторые сюжетные линии словно обрываются на полусловие. Целые игровые области используются буквально один раз. Закрытые двери так и остаются закрытыми. Некоторые персонажи исчезают из повествования практически без какого-либо развития. А 4 и 5 главы, несмотря на свою важность, ощущаются заметно короче первых 3. Все это заставило игроков задуматься. А что если разработчики изначально рассчитывали продолжить историю при помощи сюжетного дополнения? Конечно, никаких официальных заявлений о разработке DLC пока не существует. Поэтому все, о чем сегодня пойдет речь, нельзя считать подтвержденным фактом. Но если собрать воедино все странности Готики ремейка, становится довольно сложно поверить, что перед нами исключительно совпадение. Сегодня мы попробуем разобраться, действительно ли ремейк оставил после себя фундамент для будущего дополнения, или же все эти недоработанные моменты объясняются куда проще. С вами Калтир, заваривайте себе рис и приятного просмотра. Начнем, пожалуй, с того места, которое сразу привлекло внимание игроков после прохождения. Более того, многие игроки вообще могли не обратить на это внимание. Но если внимательно исследовать Храм Спящего и некоторые другие поздние локации игры, становится заметно, что огромное количество дверей попросту нельзя открыть. Причем речь не идет о декоративных элементах окружения. Это полноценные двери, которые по идее должны были вести в отдельные помещения. Некоторые из них находятся рядом уже с упомянутым Храмом Спящего, а также в Башне Туманов, где начиналась цепочка заданий по поиску книг. Возникает вполне закономерный вопрос: зачем создавать помещение, если игрок никогда туда не попадет? Конечно, можно сказать, что подобное встречается практически во всех RPG. И это действительно так. Однако в Готике всегда существовал немного другой подход к построению уровней. Если разработчики делали дверь, очень часто за ней действительно что-то находилось. Именно поэтому подобные закрытые помещения в ремейке выглядят несколько необычно. Особенно если вспомнить, насколько подробно разработчики переработали практически весь мир игры. Складывается впечатление, что часть этих комнат либо планировалось использовать позже, либо определенный контент был вырезан уже ближе к завершению разработки. Особенно интересной выглядит ситуация с Храмом Спящего. Именно здесь игрок проводит последние часы прохождения. Именно здесь разворачивается кульминация всей истории. И именно здесь неожиданно появляется огромное количество мест, которые никак не используются. Для игры, которая настолько внимательно относится к деталям окружения, подобное выглядит довольно странно. Конечно, это еще нельзя назвать доказательством, что DLC в скором времени выйдет. Но если рассматривать подобные мелочи вместе с другими особенностями игры, постепенно начинает складываться совсем другая картина. И вот мы подошли, пожалуй, к самому сильному аргументу сторонников теории о дополнении. Если посмотреть на структуру Готики ремейка целиком, становится заметно, что первые главы значительно отличаются от последних. Первая глава буквально заваливает игрока заданиями. Мы знакомимся с лагерями, изучаем мир, выполняем поручения десятков персонажей, постепенно понимаем устройство колонии. Вторая глава становится еще насыщеннее. Начинают раскрываться политические отношения между лагерями. Появляются длинные цепочки заданий. Третья глава продолжает постепенно увеличивать масштаб происходящего. Кажется, что дальше игра станет только больше. Но происходит обратное. После определенного момента количество побочных заданий начинает резко сокращаться. Многие персонажи перестают выдавать новые поручения. Целые лагеря практически прекращают развиваться. Игрок все чаще движется исключительно по основной сюжетной линии. И если сравнить продолжительность первых 3 глав с последними 2, разница становится довольно заметной. Возникает ощущение, будто именно здесь разработчикам банально не хватило времени, чтобы наполнить игру дополнительным содержанием. Особенно сильно эта проблема ощущается в Болотном лагере. И это довольно странно, ведь именно эта фракция играет ключевую роль в истории всей первой Готики. Именно здесь находится Братство Спящего. Именно отсюда начинается цепочка событий, которая в итоге и приводит Безымянного в его храм.
Казалось бы, именно болотный лагерь должен становиться все интереснее с каждой новой главой, учитывая также и обещания разработчиков по расширению новыми квестами. Но происходит практически противоположное. В начале игры лагерь выглядит невероятно живым. Игрок знакомится с местными гуру, помогает послушникам, добывает болотник, постепенно узнает о религии братства и о самом спящем. Кажется, что впереди нас ждет постепенное раскрытие этой организации, что мы увидим, как меняются ее члены под влиянием древнего демона, как внутри лагеря появляются расколы, сомнения и борьба за власть. И ремейк действительно начинает двигаться именно в этом направлении. Разработчики значительно лучше показывают влияние спящего на сознание людей. Послушники ведут себя иначе. Становится понятнее, что воздействие спящего – это не просто фанатичная вера, а вполне реальная сила, постепенно меняющая разум человека. Именно это изменение можно назвать одним из самых интересных дополнений к канону. Если в оригинальной готике игрок зачастую воспринимал членов братства как обычных религиозных фанатиков, то теперь становится очевидно, что многие из них уже не совсем контролируют собственные действия. Юниторы начинают играть значительно более важную роль. Их магия перестает быть просто инструментом для проведения обряда и становится частью общего влияния Крушака на своих последователей. Казалось бы, именно после этого сюжет болотного лагеря должен выйти на совершенно новый уровень, но неожиданно все заканчивается. Большинство персонажей больше не получают серьезных сюжетных линий. Кор-Голом остается одним из самых загадочных злодеев всей первой готики, но игра хоть и демонстрирует его отделение от основного лагеря и раскола во власти, но не показывает его путь к окончательному безумию. Мы видим лишь результат. Хотя именно его постепенное падение могло стать одной из самых интересных сюжетных линий всей игры. То же самое касается остальных гуру. Мы практически не видим их новых ветвей развития. Создается ощущение, что между третьей и финальной главой отсутствует еще один крупный пласт повествования. Именно здесь дополнение выглядело бы абсолютно естественно. Несколько новых заданий, расследование происходящего внутри братства, а также способы смирения и поиска нового пути. Все это могло бы сыграть в качестве расширения этой линейки. И все же, если на минуту забыть обо всех официальных заявлениях, а также о многочисленных теориях фанатов и посмотреть исключительно на структуру самой игры, возникает довольно любопытная мысль. А что, если Готика Ремейк действительно создавалась с расчетом на будущее сюжетное дополнение? Конечно, сейчас это всего лишь предположение, но подобный подход давно стал привычным для современной игровой индустрии. Разработчики все чаще выпускают основную игру, а затем постепенно расширяют ее новыми сюжетными линиями, регионами и заданиями. Причем далеко не всегда дополнение продолжает события после финала. Очень часто оно развивается параллельно основной истории, раскрывая персонажей и события, которым в оригинальной кампании просто не хватило времени. Именно поэтому сегодня гораздо интереснее задать не вопрос, будет ли DLC, а другой, оставила ли сама игра для него место. Если вспомнить все, о чем мы говорили ранее, складывается довольно необычная картина. По отдельности каждый из этих моментов можно объяснить. Закрытые двери – обычная декорация. Пустые главы – нехваткой времени на разработку. Нераскрытый болотный лагерь с лагерем Квентина, особенностями оригинальной готики. Но когда все эти элементы существуют одновременно, они начинают восприниматься уже совсем иначе. Создается ощущение, будто разработчики успели построить фундамент, но не успели полностью заполнить его содержанием. Мир уже готов. Основные декорации существуют. Персонажи находятся на своих местах. Многие сюжетные линии начинаются, но заканчиваются значительно раньше, чем ожидает игрок. Именно поэтому возникает впечатление, что части истории попросту не хватает. Особенно интересно, что большая часть возможного дополнительного контента прекрасно вписывается между уже существующими главами, но сам игрок почти не становится участником этих событий, он лишь видит их последствия. Получается своеобразный временной промежуток, который практически не раскрыт, хотя именно в нем происходит множество важных изменений. Если когда-нибудь разработчики действительно захотят расширить историю первой готики, именно этот период выглядит наиболее логичным местом для нового контента. Есть и еще одна деталь. Практически весь дополнительный контент ремейка сосредоточен в первых главах. Именно там разработчики максимально подробно раскрывают систему лагерей, взаимоотношения между заключенными и повседневную жизнь колонии. Но чем ближе игрок подходит к финалу, тем сильнее сюжет начинает двигаться исключительно по основной линии. И подобный контраст ощущают не только ветераны серии, но и игроки, впервые познакомившиеся с готикой именно через ремейк. Конечно, существует и более простое объяснение. Возможно, никакого DLC никогда не существовало даже на уровне идеи. Возможно, разработчики просто повторили структуру оригинальной готики, где последние главы тоже были значительно более линейными.
Более того, сама Piranha Bytes когда-то признавалась, что оригинальная игра создавалась в условиях постоянной нехватки времени, а часть идей так и не попала в релиз. Не исключено, что и Alchemia столкнулась с похожей ситуацией. Однако лично мне эта версия кажется не единственной возможной. Все дело в том, что во всех остальных аспектах ремейк постоянно расширяет оригинал. Разработчики добавляют новые задания, переписывают диалоги, глубже раскрывают второстепенных персонажей и значительно подробнее объясняют устройство мира. Поэтому довольно странно предполагать, что именно во второй половине игры они сознательно решили отказаться от этого подхода. Куда логичнее выглядит мысль, что часть задумок просто не успела попасть в релизную версию. И если это действительно так, то потенциальное DLC могло бы стать именно тем местом, где эти идеи наконец получили бы полноценное развитие. Сегодня у нас нет официального подтверждения существования сюжетного дополнения, нет дорожной карты, нет заявлений разработчиков, нет утечек, которые бы однозначно говорили о том, что Alchemia уже занимается новым контентом. Поэтому утверждать, что DLC обязательно выйдет, было бы неправильно. Но столь же неправильно полностью игнорировать то количество странностей, которые оставил после себя ремейк. Слишком много сюжетных линий заканчивается раньше времени. Слишком много игровых пространств остаются практически невостребованными. Слишком заметен контраст между насыщенными первыми главами и стремительным финалом. Возможно, все это лишь последствия сложной разработки. А возможно, перед нами действительно фундамент для будущего дополнения. И если честно, второй вариант мне нравится значительно больше. Не потому, что хочется получить еще несколько часов игры, а потому, что Gothica Remake действительно заслуживает того, чтобы раскрыть весь свой потенциал. Ведь сегодня это уже не просто ремейк культовой RPG, это новая интерпретация знакомой истории. Истории, которая уже успела подарить множество новых вопросов. И если когда-нибудь Alchemia все же решится выпустить DLC, то возможно оно не только расширит первую Готику, но и станет тем самым недостающим звеном, которого сейчас так не хватает последним главам игры. А пока остается лишь наблюдать за тем, как развивается ситуация, ждать новостей от разработчиков и, как это уже не раз бывало в истории Готики, строить собственные теории. Ведь именно с них, кажется, и начинается каждая великая история этой вселенной. Ну а с вами был Калтир. Всем удачи!